Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. В прошлом видео мы с Алексеем приезжали к землянке, немного порыбачили, отдохнули и пытались ее восстановить. Но, к сожалению, старая постройка не выдержала и обрушилась. И, возможно, друзья, это знак, ведь каждая история имеет продолжение. И сегодня мы начинаем новое строительство лесной избушки на берегу этого прекрасного водоема. Все самое интересное в этой серии. Поехали, друзья! Через пару недель лес будет разноцветный, красный, желтый, зеленый, будет очень красиво. Да, он уже рыбка плещется. Подкрадываемся потихоньку. Сегодня солнечно, тихо. С утра было 5 градусов тепла. Осень на носу и зима тоже. Весла. Сейчас. А? Так, сейчас. Ну вот так вот, друзья, приехали мы с Алексеем сюда к землянке. Вы видели, наверное, предыдущей серии, в моей или у Алексея, что пытались мы сделать реанимацию землянки, но ничего не получилось, и Алексея там чуть не завалило. Поэтому сейчас придется начинать строить лесной домик с нуля. Сегодня мы хотим этим заняться с Алексеем. Нагрузили мы сегодня полную лодку. Сегодня я выехал на своей уже лодке. Тут камней полно. Сейчас лодку чуть-чуть надо разгрузить. Опа! И так, в принципе, там уже больше ничего не останется такого. Расскажи, что у тебя там в сумке такое весит? Золото, бриллианты. Дома не помешает. Да. Оп. Видите, он, как Карлос дыру какую вырыл. Я Леша говорю, надо ему сказать, пусть под столбы роет. Карлос, не здесь роешь, надо под столбы рыть. И носом прет туда, что он там. Что такое? Эх ты, бог ты мой. Так, лодку вытянули, мотор на месте, все. Ну что, друзья, сейчас я вам покажу, как выглядит землянка, или что осталось от землянки. В общем, вот так вот сейчас выглядит землянка. Вот так выглядела землянка до реанимации. Вот это во время реанимации, то есть сделали ремонт. Разобрали ее полностью, выравнивали столбы. То есть, как было все в прошлый раз, так все и осталось. Ну и сейчас это, как вы поняли, дальше навес Алексей делал для себя, для ночевки, для ночлега. Закрыл здесь кое-какие вещи он подслаживал. Вот. Которые еще пригодятся для нового строительства. Ну, предварительно хотим построить землянку где-то, не землянку, вернее, а уже, будем говорить, лесной домик. Будет где-то находиться вот на этой площадке, на этой полянке. Еще точных размеров мы не знаем. Ну, так, только предварительные наброски есть. Но сейчас надо решить все-таки, что мы делаем. Вот Алексей тут рисует. Леш, ну что ты тут решил делать? Так. Все, Юра, готово, смотри. Как тебе такое расположение? Так, это
Вот тут, вот, если вы Вот видите. это у нас вход. Это море у нас там, то есть речка. То есть вот здесь речка, да. Водоем. То есть с леса, с Яра у нас вход получается. Да, ну, получается, мне кажется, так. Вот это большое окно. Такое двойное прямо. Здоровенное. Тут я вообще везде окна. Было бы, я думаю, здорово. Светло. Печка хорошая. Так, Гриночурка. это у нас получается одна кровать. Да, все Это полноразмерные. вторая кровать. Полностью. Это стол. Да. Это печка, да? Угу. Ну, все замечательно размещается. Печку даже можно делать шире на один еще. Это полметра ширина получается. Можно сделать 70 сантиметров вообще здоровенную такое, если это нужно. Угу. То есть вот так вот это будет выглядеть к воде. У нас вот так вот вода. Вот так вот она будет. Здесь вода. Да? Вот Да, это да, ж. да, это окно в реку. А если мы сделаем чуть-чуть наоборот? Ну, показывай как. Ну, то есть, ну, все точно так же, только сделаем кровати сюда, а вход сюда. Дверь. Ну, потому что как-то получается, мы идем типа далековато, в дальний вход. край, в дальний, ну, как... Ну, типа, чтобы вход ближе был. Конечно, чтобы Вот вход здесь ближе вот. был, вход здесь был ближе, тогда получается, ну, точно так же ж Ну, все то же кровать самое. сюда, Печь там. это здесь, Ну да, да, согласен. Все да, здесь вход, здесь печь, то есть Всё все верно. точно так же сделать, только немножко по-другому распределить, потому что получается, ты здесь и идти Ну в да, самый да. конец, чтобы заходить, то ты с краю сюда сразу раз и Я зашел. понял, что лишние 3 метра мы не хотим ходить туда-сюда каждый раз. Не, ну просто так. Ну, в общем, вот этот размер, какой мы, получается, делаем. Значит, здесь у нас получается Всё 2 по метра, 2 метра кровать. И здесь получается 2,75 я сделал. 2,75 на 3, да? На 3,50. Ну, 3,50. Ну, можно было Два- и в 3, наверное, вложиться, в общем-то. Ну, а что 3,70? Конечно. 3,50 я сделал. Ну, можно, да, если вот 2 клеточки убрать, будет 3. То есть, в принципе, сместиться можно, все поместится. Как Ну, клеточка это у нас получается сколько? полметра. Не, 2 клеточки это полметра. Полметра, метр, 1,5, 2. То есть, получается, смотри. А зачем такое расстояние у нас большое вот тут вот? Ну, незачем, не нужно. Да я ж тебе за что и говорю. То есть, Я просто сходу нарисовал, думаю, а тут смотрю, и все поместилось, и так, Так. неплохо. раз, метр, 2. 2. Теперь дверь у нас какая будет? Ну, та же самая, какая и есть. 80 сантиметров. даже 2,80, 70 там даже. 70. Ну, то есть это как минимум можно сделать не 3, в общем, 3 метра это будет, по-моему, предостаточно. Да, будет вполне. Вполне. Надо расклинить топорчик. Сейчас я в линию попробую закрутить 2-3 самореза. Так, не знаю я, сыграет это какой-то. Ну да, вон сюда пошла трещинка такая. Тоже, то есть он разошелся. Я думаю, что если закрутить вот сюда и сюда, может Да, он быть, тут оно- выскочит нафиг, об железо. то, мне кажется, он разопрется и в дереве будет держаться. Да сюда можно деревяшку бы забить чем-то просто. Ну ладно, сейчас посмотрим, как он будет работать. Так, ну что, вот эти вот сейчас кустарники, которые здесь есть, нужно вырубать, они тут сухие. Опа.
Решили с Алексеем, что будем делать, наверное, 2,5 на 3,5. Забивать, так как еще будет толщина стенки. Алексей хочет сделать все-таки глиночурку. Вот, поэтому толщина стены будет вот такие вот бутчурочки сантиметров, наверное, по 30. Вот. Поэтому стена заберет какое-то место. Чтоб мы не сделали, а она, землянка будет, или вернее не землянка, а лесной домик будет маловат. Поэтому сразу разметим и будем делать немножко по больше размер. Лучше пусть больше, чем меньше. Так, забиваем сюда колышки, размечаем. Так, один сюда, Леш, да? Ну да. Надо их, наверное, как-то немного с запасом, чтобы они не мешали рытьямку. Не, ну мы ж сюда близко не сильно не будем, здесь берег. Ну, конечно. Вот, поэтому я думаю, сделаем лучше сюда подальше. Так, один. Теперь отмеряем 3 метра сюда. Где наша веревочка? А что 3? А сколько? Я думал 3 вот так в длину будет. Ну, а толщина стенки. Ну это да. Ну вот все, значит, тогда будем 3 на, наверное, Хотел сократить, а теперь получается еще больше, чем было. ну конечно, нам Я думал, знаешь, еще важно для чего было сократить? Для того, чтобы бревна крыши больше выглядывали, чтобы вода не затекала на стенки. Глиночурку нежелательно мочил, чтобы косой дождь. Ну давай мы забьем, а потом уже копать дырки будем. Ну, приблизительно нам надо размер. Давай. Где веревка? Так, отмеряем. 2,50. Давай. Подавать. Ты туда дальше поставь, да и все. Правильно там снимает. Вон сюда куда-то с края. Так, 2,50. Давай, куда? Вот смотри, от колышка до колышка. 2. А, вот же 2,50. Ну, да. Ты вот так точно 2,50. А 3 в длину будем делать, да? По надрезке. Давай. Вот я беру середину. Это 2,50 будет, не 3 метра, 2,50. Да. Теперь что нам? 3? Да. теперь. Ну, кстати, вот этот размер 3, его можно и больше, потому что ну, нам как-то все равно по этому размеру. Так, еще раз контрольный замер. 1, 2. Это у нас 2,5. 3. Так, это 3, да, у нас? Да. Так, не, туда. Нормально. Всё, Вот так, так? да. Так, есть. Все, забиваем. Так, а ну давай диагонали проверим. Давай. Нет. Ты ж посередине, да? Да, Нет? по центру столбика. Есть? Ну тут чуть-чуть совсем. Ну, тут совсем другое дело. Лучше копается, да? Ты ж копай только там, где ты говорил. Ну, я ж вроде как так. Не сказать, что прямо как в огороде, но получше, чем в глине. Сильно ж не будем углубляться. Лучше Да ее нет. хорошенько связать. Да. Но все равно на 1,5 штыка.
Наверное, да? Где-то так. Чтобы она хотя бы не валилась, а чтобы ее туда стремить. Корней здесь тоже немало, да? Пока крупных нету точно. Смотри, Юр, я вот для наглядности положил пару чурок, чтобы понимать, что столб здесь будет внутри, а вот здесь у нас как бы чистый размер, как мы и разметили, да? Ну да. Единственный момент, я не совсем еще понимаю, как этот столб, как вот эти две стенки будут перевязываться. Ну, вроде как столб же не, ну, не такой огромный будет, поменьше. По идее у нас вот так вот может длинное бревнышко сюда отрезать более длинное. Вот так и вот так. То есть будет Как кирпич перекладывается. перевязываться. Может быть даже с этой стороны влезет. да, Ну, такие да. более тонкие. Вот как-то такие длинные. вот куски Ага. сюда, кусок сюда. Потом опять И здесь мелкие. точно так же. Да, ну я думаю, так оно и А еще будет. как вариант можно, ну у нас полно проволоки, ее тоже можно как-то там, я знаю, в саморез вкрутить, проволоку там накрутить. Можно вложить ее туда проволоку. можно. Прикрутил вокруг столба, обошел сюда, прикрутил, намотал. В глине оно все как-то, ну, я думаю, будет неплохо. Ну да. А можно еще по, ну как бы уже для дизайна столб этот можно по идее на глину это камнями обложить. Было бы круто, что столб такой каменный. Что потом уже будет отделочной работы. Не, ну- Евро. Так, в общем, давай мы сначала столбы сюда, да? Вот так вот 3 штучки мы делаем, да? Ну да, земля здесь, конечно, помягче, чем там было. Ну, корней здесь тоже хватает. И желудей. Земля сухая. Хотя дожди тут, казалось, такие были. А земля как сухарь. Так. Ну что, первый столб есть? Можно Новая ямка или в этот надо? там в эту, наверное, Я в даже не первую. знаю, какой он по длине, надо как-то прикидывать. Ну, посмотрим, да, сейчас. Ну да. Опа. Маловато будет. Не, а мы же еще перекладину будем ложить Ну, сюда. С перекладиной он как раз, длина его будет нормальная. а здесь косо срезанный, может наоборот его. Да, наоборот, этот вниз, а тут наверх. Ну. Да? Да, наверное. О, Ну ты знаешь, он здесь маловатый. А куда мы будем делать скат? ну, если сюда скат, как я думаю, Ну это нормально. Тут сюда надо сюда длинный. повыше. Тут корней, конечно. Так, Леша очередной столбик несет. Это похожая пара будет оттуда снизу, да? А Ну. теперь надо чуть повыше, на полметра. Да, надо замерить, наверное, этими, чтобы не промахнуться. Ну, то уже будем подрезать что-то, но я уже примерно понимаю, какие там надо. Ну, давай. Так, 1, 2, 3 ямки есть. Сейчас я 4-ю ямку докопаю. Ну, а ты тогда неси еще 2 столба.
Только длинных, Леш. Сюда ж на эту сторону, на верхнюю, да. На эту нижнюю у нас уже будет 2 столба нижних, а сюда нужно повыше. И будем скат делать сюда, к речке. Уже мы так с Алексеем решили. Так, Алексей пошел за следующим столбом. Ну а я сейчас эту 4-ю лунку обкапываю. Тут сразу корни. Корни сразу воткнулся. Хочется уже светом подышать, а то там землянка была где-то в ярку, и там и света не хватало, и всегда, когда зайдешь, даже днем зайдешь, и кажется такое ощущение, что уже вечер. Уныло становится на душе. Ну а тут должно быть как-то повеселее. Ямку под 3-й стол. И с Алексеем мы решили, что здесь столб этот копаем посередине и с 2 сторон. С этой стороны от столба и с этой стороны от столба поставим 2 окошка. Да, Леш? Да. Вот. И чтобы с этой стороны был свет, так как здесь речка, и от воды все время будет идти свет. Так, еще один есть, да? Тут Карлоса нет под бревном? Не, нет, бросай сюда. Так, сколько еще надо? Вот. Ну да. Да они так по себе. Дуб, он тяжелый очень дерево. Поэтому тяжелый. Так, что-то жарковато становится. Утром было холодно, сейчас жарко. Опа. Карлос, ты помощник, да? Что ты пришел помогать? Подрихтовать чуть-чуть. Корни. Не обязательно. Ну тут ветку, тут промывка. Можем туда и поставить. Сюда ставим? Куда? Да давай на солнышко. На солнышко. Давай тут. Чуть сюда может быть. Наклони он чуть-чуть сюда, да? Надо что-то подсунуть туда. Ну, нормально. Так а столбы. Чи ты там возьмешь вот эту табурет? Давай, наверное, вот сюда, вот, спинку, чтобы сядем здесь. Вот так вот. На. Или Так, как? а как? Надо же, чтобы смотреть на воду. Смотреть на воду. Здесь надо лавочка. Да. Но мы поставим ее здесь, чтобы нас было видно на воде. Да. А, ну да, да. Вот. Да, Все лучшее зрителям. да. Это точно.
Ну давай ты тут выставляй как уже. Кто вперед сядет, тот будет есть. Я уже сижу. Кстати, можно будет ее и саморезами тянуть. Нужно будет закопать два этих. Ну, уже когда определимся, где будет четко стоять. Так, сальцо. Что, перекусим сейчас по-быстрому, ничего готовить не будем. А на вечер у нас есть варианты. Я нашел белые грибочки, наши любимые, которые не горькие, не синеют, очень вкусные. Готовить их можно жарить, даже не отваривая, уже проверено не первый раз. Как многие говорят, ешь грибы, которые 100% уверены. Вот это именно те грибы, которые я здесь уже ел много раз. И 100% уверены. Да. Когда-то их здесь было много, в частности, наверное, года 3-4 назад, я помню, по полной сковородке их жарили, эти грибы. Очень вкусные, кстати. А? Клюет где-то, нет? Кто клюет? Не знаю, лещ, наверное. Не знаю, у нас пока не клюет. У нас только звенит. Клевать не клюет. Так. Чуть-чуть отрежу половинку. Ты мне с Татьяной муки нагрузил. Ага. И вот началось. Я уже блины вчера пожарил. Это ж хорошо. Что хорошего, я ж не ем мучной. Там глютен, он очень вредный. Ты на себя в зеркало смотрел? И чё? Ну, бледный как. Это Как потому, глютен. потому что хлеб ем. Не, потому что ты его не ешь, а надо кушать все, но по чуть-чуть. Так. Так, ну что, все, в принципе. Да, Миш? А кружечку ты не взял там вторую? А, где? Там? А там, да. Или ты не знаешь даже где? где она. Не, она, я ее видел. Да, возьму сейчас коробочку. Так. Вот мы и на новом месте завтракаем, да? Да. Ой. Ну, по-быстрому перекусим. И Но мы сегодня заканчиваем глиночурку или завтра? не, за сегодня-завтра не успеем. Ты еще пару дней придется тебе поработать. Видишь, кричу. Запах. Вот тут повеселее, солнышко светит. Последние деньки лета хочется, конечно, провести на солнышко, еще позагорать чуток. А то, может быть, на следующий год придется назад лесную избушку переносить в тенек туда. Чтоб не жарко было. Не жарко было-то.
Пробовали вот это. Одни овощи и фрукты. Сахар там не будет. Нет, сахара там нету. А может есть. Не, морковка, Обычно добавляю. перец. Помидоры. Чеснок. Угу. Надави. Вверх. Так, ну что, мы пообедали или позавтракали, не знаю, как правильно сказать. Вот. Ну и решили так. Покуда мы немножко отдохнем, Алексей, наверное, пока поставит палатку, а я пока этим временем сделаю прикормку и попробую пару удочек закинуть. Все-таки, может, что-то на вечер словим. Юра хочет забросить пару удочек в надежде, что удастся поймать лещика на ужин. Ну, а я пока поставлю палатку, накачаю матрас, будем их обустроить онлайне. Так, ну что, вот, друзья, в банке было почти полная банка была. Ну, где-то больше половины я вывалил уже. Вот осталось мне здесь немножко. Вот. Перемешал. Добавил земельки немножко, чтобы она темнее была чуть-чуть цветом. Вот. И сейчас, наверное, еще сюда перловки добавлю. Кто хочет перловку. Вот такая вот перловка. Вот так вот. Чуть-чуть сюда еще ее. И сейчас размешаю ее. Все. Продукт готов, пусть стоит. Чуть-чуть настаивается. Так, все, прикормка готова. Беру стульчик и пошли на бережочек. Леша там загорает. Кто-то загорает, а кто-то трудится. Я смотрю, глянь, как устал. Роет. Подземный ход какой-то. И тебе рекомендую витамин D последний Да, смотри. в этом году. Да я видел. Бедный собака. Устал, роет. Да. Так, ну. Здесь, наверное, где-то присяду. Да. Тут припекает, а там уже в тенечке прохладно. Вот одел уже свитер. А тут можно еще раздетому загорать. Так, опа. Тут раз мелочи много было, да? Да было всего лишь три подлещика. Два таких хороших. Где-то под килограмм, около килограмма. Может, один такой больше, кило 200. Я его, правда, не важил. Вот. Ну, такой был неплохой подлещик один. Хороший такой. Вот. А остальные были такие небольшие. И густерка в основном. И несколько штучек плотвичек. Я вот это подумал, как мы вот это хотели сверху их потом обрезать. Наверное, моей пилой мы хрен обрежем. Такое толстое бревно сверху. Оно будет, там надо давить, оно будет валиться. Ну мы нет. Ну мы тогда приблизительно обрежем, там подсыпем сантиметр два, в ямку подсыпем и все. Потому что да, той пилой мы ее не обрежем.
Так, ну что, настраиваем первую удочку. Опа. Оснастил я катушки, леску убрал и поставил нитку. Дальше будет лететь и чувствительная будет снасть. Вот так. Ну и как всегда обычные катушки, вот, и кормушки обычные такие вот. Пришли брать интервью. Сегодня хоть рыба будет. Не знаю я, надо у нее спросить. Вот видишь, какие я уже даю им красоту Ну да. кушать. Может, туда не забрасывай, сами поедем. Думал, но думаю, все-таки, наверное, надо забросить. Так вот, друзья. Стою, чтобы подальше ее швырнуть. Ну, погнали. С Богом! Опа! Есть. Слабую выберу. Так, ну и вторую удочку забрасываю. Так. Опа, есть. Опа, есть. Видео. Что-то есть, что только непонятно. Опа. Хватай его скорее, а то он убьется. Опа. Вот такой вот красавело. Ты про кого? Про леща сейчас? Ну да. Кого же еще? Ух ты! Еще одна. Надо за садком бежать. Лёш, сходи за садком. Сейчас беру. Есть. Еще больше, потому что Не знаю. я побежал за садком.
А вон тут, по-моему, в лодке. Работяга пришел, воду пьет. Боже мой. Карла, беги отсюда, тут запутался. Нет еще. Бляха-муха. Карла, всю воду выпьешь. Ну так воды мало. И так воды мало. Что, не видать? Он поднимается кверху. Хороший. Неплохой, по крайней мере. Такой же, наверное, высоты. Такой же, наверное. Опа. Красавчик. Опа. Иди сюда. А. Ух, тихо-тихо убей. Опа. Второй. Вот такой вот. Всю воду их. Вот сюда поставил, тут на глубину. Вот видите, сколько неудобства какое, сколько нужно от берега отойти, чтобы положить рыбу в саду. Ну куда деваться. И выход на воду тоже плохой на лодке, так как мель, толком не выйдешь. Так, ну и очередной заброс. 2 леща взяли. Опа, есть. Друзья, поклевка вот она. Оп. Что-то небольшое, по-моему. Что-то небольшое. То были слышны веселые поклевки хорошие. Это нельзя. Друзья, карася вытянул. Карасик такой. Ага, карасик небольшой. Так, ну что, забросил я наконец-то 3-ю удочку. Вот, Алексей там палатку уже собрал, занимается лесным домиком, как я называю. Он называет, я не знаю, землянкой, но я его называю лесным домиком. Поэтому я иду к нему сейчас помогать. А здесь повесил я звоночки. Вот, если будут поклевки, то я прибегу сюда. Так, Алексей уже тут Спать укладывается спать. Я ему говорю, нужно делать лесной домик, а он нет, спать ложусь уже, ты хоть умри. Говорит, мне здесь нравится, и в палатке. меня не клюет. А ты прочувствовал, что в тот раз говорил, поеду на судака, потому что тут одна мелочь клюет, а тут сразу хоп, тебе пару лещей. А тут сразу пару лещей, а 3-й раз карасик. Ну, карась, правда, небольшой, но все равно приятно. Так, иду к Алексею. Позанимаемся землянкой. Так, клев уже поганый. Ну, на жареху есть? На жареху есть, конечно. Так, что у тебя тут? Чем занимаемся? Наши действия.
Ну вот 6 столбиков есть. Нужно еще будет ямку под дверь, под проем. И еще один столбик сюда. Такой среднего размера, я так понимаю, между большим и маленьким, чтобы уклон сделать. Ну да. Так. Ну что, мы, может, сейчас будем устанавливать хотя бы в одном ряду? Да, давай попробуем. Давай попробуем. Так, Помещаешь. коротковата кольчушка. Ты же говорил, плюс бревно еще сверху будет. Уже головой как бы не зацепишься. Но это же у нас нижняя часть. Да. Ну, в принципе. Ну, можно будет еще. Хотя если пол какой-то делать, то еще выше надо будет. А если... Или копать будем что-то еще здесь. Да не, ну что мы будем Нету копать? смысла углубляться, лучше выше. Да. Давай лучше подсыпем сюда чуть-чуть сантиметров. Хватит? Не, Еще? еще подсыпем. Карл, стика. Да, да. Уже будет вот так. Так, все, теперь нам надо ее выставить. Ничего не делать, не держать. Вроде неплохо, что с этой стороны. Тут хорошо. Надо будет хоть отвес соорудить, веревочку с камушком. Да, нитка ж есть. По нитке шурупчик сюда прикрутили и смотри, с двух сторон отсюда и отсюда. Так что давай соорудим. Закрутил? Второй крути. Здесь не Да ну как тебе удобно, так и крути. Есть? Да. Ну что, брешет, явно брешет. По-моему, какой-то кривой у тебя грузик. Отвес. Грузик. По-моему, у тебя глаз косой, а не грузик. Так, подожди, это можно по одному. А ну, останови. Вот приблизительно так он, наверное, должен стоять. Не, я бы еще толкнул. Туда? Да. Ну, она тут тоньше. Еще чуть-чуть. Так? Нет. Сейчас остановится. Так, Не, ну туда еще на тебя надо. на меня? Ага. Ну так, чтобы по центрам получилось. Сейчас посмотрим. что она. Чуть переборщил. Кстати, Лучше он пусть вовнутрь. Вот такой вот стоит. ну в общем-то да. Лучше пусть вовнутрь. Подожди, сейчас. Так, ну так вот, вроде бы, я тебе хочу сказать, оно так ровно. А так, Ну так чуть-чуть вовнутрь завалено, но конечно лучше вовнутрь, пусть она будет как параллелограмм или как пирамида. Я думаю, что так будет устойчивее, чем в другую сторону. а ну давай теперь водички сюда сейчас зальем и хорошо затрамбуем. Щас. Сейчас чуть-чуть водички. Чтоб просела земля, что мы ее так не зальем. Вверх там хороший? Наверное, у тебя лучше. Ну, понимаю. Вот это будет у нас уровень. Класс, все. Так, делаем, ставим. Сюда. Я тут чуть-чуть сейчас подкопал. Вот только я думаю, какой стороной нам. Тут косина свежая, а там сильно лопнутая. Надо вот этой стороной вверх. Давай, наверное, вот она. Косина здесь, ну,
На луч. Давай. Там пробивать не снимаю. Вот. Вот эту? Вот. Можно, да, на это. Да. Вот. Натянем веревочку. Здесь под завязку. По большому счету можно и так оставить. Будут уклоны туда и туда. Что от этого поменяется? Ну, если спилить, там головой биться будет. Это всё. Ну мы можем немножечко подыграть бревном. Сюда узкую сторону, туда узкую, сюда толстую сторону. Ну, давай. Еще сыграем. Давай, наверное, закапываем. Сейчас посмотрим по столбу, видно ли тот будет столб из-за этого столба. Посмотрим. Хватит хоть по длине. Ты-ка Притирочку. А? Притирку, да. Ну вот. Да, то же самое. Так, слушай, давай я попримерю. Посмотрим. Мы тут туда тонкую, ну, Потом сейчас. Ты знаешь, нормально все. Не надо голову. Пусть мало выходит, ничего страшного. Мы можем сделать потом козырек по-другому. Вот так только ныть добавили и все. Ну а где мы сейчас будем 4-метровый или 5-метровый искать? О. Вот так вот будет конец висеть там. Ложи ее сюда. Опа! Ух, да. Хорошая палочка. Так, что? Пили. Как тут говорил? Шура. Пили Шура, она золотая. Так, надо же подложить, наверное. Так ты пили, потом подложим. Зажимает уже, надо приподнять. Еще надо приподнять. Шунчурку возьми. Здесь нам надо поменьше, да? Да. Срезать. Да ну, чтобы она держалась, ничего страшного там, я думаю. Она такая толстенная. Что... Теперь посередине вот так выстраиваем. Вот так? Да, 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 да. Так, ну идем туда теперь. Ага. На ту сторону сразу. На серединку. А? На серединку.
Ну, серединку давай тоже вырезай, наверное. Смотрим, где она будет. Черт это. Ты что там откопал? Хорош. Что ты хочешь? Отодвинуть, чтобы нарезать. Ну мы, если отодвинем, мы сейчас собьем с плоскости, ты в другом плоскости вырежешь. Вырезай так, аккуратненько. Что там добрина еще? Так, что, сбрасываем эту, да? Да. Давай я сюда ложу. Ну, а эту пробуем. Пробуем, погоди. Она зараза ж. Охренеть, какая тяжелая. Ой, в сказке как легла. Легла хорошо. Главное, чтоб... Ну что, поехали. Поехали. А ты говоришь, куда эту еще подать надо? Туда? Ну да. Ну, вон ее в упор подай. Вон, видишь, она не до Она в упора. упор. Да сколько там? 3-5 миллиметров. Ну, давай сверли. 5 миллиметров, да. Вот так вот. Ну, вот так сверли. Угу. Горить. Ой. Боюсь, сломается. Так Короткий, саморез сломается? Да, если хорошо не просверлить. Потому что то сверлочко у меня, оно тоже, ну, не было такого длинного, как нужно. Это считай, что там я не, ну, чуть-чуть просверлил. Блин, наверное, чтобы не завалить. Поехал. Угу. Ну вот. С маслом Нормально. аж залетел. Так. Так, что, берем с тобой. Есть. Тонким вверх. Ну, конечно, да, чтобы гнил уже снизу дольше. Оп. Вот сюда есть. Ну да, надо козлики сделать. Как-то не трамбуются. Сейчас я еще наберу. Как будет со стороны глядеться. Прямо.
Все, специалист берется за дело. Печник. Как в длину поставим или в ширину? Да лучше, я думаю, в длину. Чтоб длиннее туда запускать было бревна. Так, пойду посмотрю, что там с рыбой. Клюет, не клюет. Что, Леш, еще принести? Смотрю, наверное, еще на один рядок. 4. 4 штуки, да? Угу. Ну да, чтобы повыше там, а то она будет сильно низковастенькая, да? Ну да, мало дров получится. Это пойдем вместе. Что получится? Пойдет, время. Может, тут полить положить? Где полить тут я? Ну, давай. Давай. Ну, здесь. Пойдем. Хорошо, просто там уже все. Что ноль? Запись можно говорить. Подувал получилось. Вот так, все понял. Закончил. Целая система. Да. Тут такой печки еще никто не видел. Печник же уже опытный. Да. Отличная печурка получилась. Алексей говорит, лящ там провис. Провисла, потом дернула. Бегу, ляща тянуть. Ну-ка, лящ, ты где? А ну-ка. Ну. Что-то на ляща не похоже. Ни грамма не похоже на ляща. Что-то есть, а что там непонятно. Вот она. Плотвичка. Хорошая плотва. Вот она. Отличная плотвичка. Опа, есть плотвичка еще одна.
Отлично, смотрите, какая плотва. Это все. Клюет только на эту удочку. Я недалеко, эти метров на 10-15 дальше заброшенные, две снасти, и поклевок нету. Только на эту поклевки есть, это плотва сюда проклевывает. Сейчас посмотрю еще, если не будет поклевки, то переброшу эти на ближнюю дистанцию. Смысл? Хотя, может быть, и лещ подойдет. Непонятно. К вечеру. Картошечка подходит. С грибочками не все так просто. Чего? Можно, их- можно далеко до больницы ехать или Нет. что? Нет, я порезал те, которые я уверен, но их не так много, как я думал. То есть были они червивые, я их порезал, выбросил. Но пару штук добавил. Ну, для вкуса есть, да? Да. На, соли сам, ты соленое не любишь. Я, в принципе, сейчас вообще могу соль не есть. Тут нифига, ты дофига это соли. Ну ладно. Половину. Я тебе кукурузу посолю чуть-чуть. Подсоли. Рыба любит соленое. Чуть-чуть, много не надо соли. Крышечки плохо нету такой, да? Если сюда этого помидора, он уже, видишь, лопается. Трескается, просится, чтобы его скушали. Так. Ну что ты так долго не хочешь первым пробовать, да? Давай, попробуем. Грибочек сразу. Я подожду полчасика. Не спешу, я помидорчик покуда вам. Угу. Он не цвет не менял. Ну, видишь, вот красивенький. Не менял. Не соленый, правда, совсем. Он же соль есть. Что-то я сегодня подустал. Вроде ничего не сделали, 2 столба поставили. Или 3. Да? Угу. Все-таки много работы, времени ушло на копание. Может, надо было все-таки брать. Бур. Да. Ну, уже все. Может, сейчас смотаться. Уже ямы вырыты, зачем? Ну, еще одну надо. Под дверь, под столбик. Да. Угу. Съездишь? Да, позвоним. Пусть Да, один привезут. столбик такой поставили, что похоже на двухэтажный. Ну да. Юрцу позвоним. Юрец, ты на рыбалке, не? Юра, слышишь? Как там рыбалка у тебя? У нас не очень, но вот нас начинаем строить зато. Новый шалаш, новый дом. Не, ну 70 сантиметров перепад у меня сделан навес 6 метрах. Здесь, если перепад, тут 3 метра, значит, ну это можно 30 сантиметров. 35. Ну сейчас там он просто, представь, такая халабуда будет стоять вышиной. Это вообще.
Вот что мы сегодня осилили, как говорится, с утра. 3 столба, перекладину закрепили и еще вот один столб. Но я думаю, столбы доставим. В принципе, еще один нужно будет столб поставить под дверь, чтобы дверная лутка стала между столбами. Вставить ее. Ну и в принципе отсюда уже плясать, ну можно будет уже откосные ставить. И после того, как откосные поставим, наверное, Леш, можно будет уже, наверное, крышу накрывать, да? После откосных. Крышу надо, конечно, накрыть. Да. Хоть если дождь пойдет, чтобы что-то где-то Чтобы прятаться. можно было и внутри сразу что-то делать, работать. Ну да. Солнце село, и клев закончился. Он и так, в принципе, его толком не было днем. С утра вот это как закинул, сразу были поклевки, несколько штук. 2 леща такие, средненькие, неплохие. И все, в принципе. Остальное была плотвичка. А, карасик один еще такой. Грамм на 250 может быть. А остальная вся плотва. Красота какая, друзья. Пока хорошая-то. Палатка наша. Сегодня мы здесь будем с Алексеем спать. Уже вечер. Там Алексей еще копается. А я уже сейчас подкачал насос. Сейчас, наверное, возьму свой спальный мешок сюда притяну. Чтобы было все готово ко сну. Все, друзья, мы уже уложились спать. Грибы оказались съедобные. Как видите, мы оба живы, здоровы. И надеемся дожить до завтрашнего утра. Все, друзья, пока. Спокойной ночи, до завтра.